Пассивность мужа чья? Это проблема? Итак, почему мужчина пассивный? Это как раз-то можно действительно даже за 30 секунд ответить, что вот при активности жены, ну, скорее всего, обычно это такое из эстафета из рук в руки. Либо он вырос в семье, где была мама достаточно властная и контролирующая, и он будет искать такую жену, которая продолжит эту же тенденцию в его жизни, только уже это будет делать жена, а не мама. Решать там, с кем дружить, куда ходить, как одеваться. Только в таком, как бы, когда женщина прям жестко диктует, вот это хорошо, это плохо. Ну и где он должен работать и так далее, какой у него должен быть доход, какое хобби дурацкое или не дурацкое, все это определяет жена в таком случае. Либо, предположим, вариант, что он был нормальным, так сказать, парнем, достаточно ему давали свободы, то есть давали возможность быть автономным, самостоятельным. И он женится и вдруг превращается просто в какой-то предмет быта. Лежит на диване, как диванная подушка, и больше ничего не делает. Причины какие могут быть? Может быть, это депрессия. Не совсем пассивность, а возможно, этот человек реально в депрессии. А возможно, что ему правда так удобно. Если жена слишком инициативная, и она вот посиди, я сама все решу, либо просит о чем-то, потом говорит: ай, ты сделал плохо, лучше бы я сама сделала, тогда тоже инициатива снижается. То есть получается такая причина, как критика жены, очень критикующая. Ну а где стандарт, что точно хорошо, можно ли лучше? Вдруг мужчина делает все, что нужно, прям все, что нужно, шикарно все делает. Но она считает, что можно больше и гнобит его постоянно. Возможно ли так? Конечно, так это же я же говорю, если жена вот бесконечно критикует по поводу, без повода, конструктивно, неконструктивно, вообще без разбора, постоянная критика, он дышит не так, он жует не так, он ходит не так, он не с той ноги встает, он все делает не так. Ну а мужчине что делать в таком случае? Вот реально что? Ничего. Ну что? Попал? Ну, здесь сложновато ему что-то сделать, потому что, наверное, просто как-то попытаться... Ну, обычно так и делают. Мужчины, у каждого выстраивается своя защита против этого. Кто-то уходит в цинизм, начинает жесткие шуточки, там подкалывать, чтобы ему обезболить свою боль, он тогда начнет там ее обесценивать. Там, ой, нашла, то есть мне там великий критик вообще, то есть, ну, начинает ее подкалывать, ее обесценивать, над ней подшучивать, и тогда тоже там отношения получаются те еще. То есть вот варианты: сарказм, отшучивание, уход в себя. Но вот при уходе в себя, вот, скорее всего, большая будет вероятность, что человек в депрессии уйдет. Да уж, получается, что самое разумное, что можно сделать, это сразу сделать правильный выбор, да? Для Нет, парней. ну, выстраивать коммуникацию, если он говорит о том, что для меня это неприемлемо. Я рассказывать о том, как я себя чувствую. Когда ты меня постоянно критикуешь, и вот рассказать, как я себя чувствую в этот момент. Как будто бы на мне там какие-то, ну, то есть у разных людей разные ощущения. Кто-то чувствует это, как будто его помоями облили. Кто-то чувствует, как будто бы его разрывает на куски. Кто-то это чувствует, как будто ему воняет просто бесконечно, какая-то вонь, начинает испытывать отвращение. У всех очень по-разному. Но просто сказать о том, что ты чувствуешь, мне нравится во всяких там шоу, психологи делают довольно такие небольшие, коротенькие по времени эксперименты, но которые, как я наблюдаю, действительно очень эффективные. Когда вот там пригласили пару, вот взяли крапиву, я думаю, что крапива, это жестко. А вот
Вот, все виды, скажем, вот вся боль, которая есть в отношениях, как она ощущается. У кого-то это как какие-то цепи, которые висят на тебе. Там сравнение с кем-то другим, это как кирпич на шее, там крапива и так далее. И вот над парой, скажем, поставили такой эксперимент. Вот как ты чувствуешь то, что он тебя обесценивает? Вот это, например, вот эти рыбные помои там. И вот партнера поливают этими, причем не того, кто поливает помоями, а того, это, скажем, жертву поливают этими помоями, чтобы Обидчик увидел, как да, это для него уже физически увидел, понял, да, что для него это значит. чтобы обидчик увидел физически последствия своих действий, чтобы он мог не просто, потому что партнер, когда посмолчал и ушел, человек может действительно не понимать, какой ущерб он причиняет другому. Но когда в такой, пускай метафорической форме он может увидеть, это работает. Это работает. И можно, конечно, если у пары богатая фантазия, что-то такое придумать в рамках закона, конечно, чтобы вот как почувствовать, как тебе неприятно. Но как минимум, базовый минимум, это просто сказать о том, что мне это неприятно. Потому что человек может не замечать, где я тебя критикую, ты меня критикуешь, где я тебя критикую. Ты вот, ну давай там сегодня. Ты сказала, я не ту сковородку взял. Да, конечно, а кто блины жарит на такой сковородке? Вот я же, ну, по делу сказала, я же как лучше хотела. Ну, вот ты взял сковородку для стейков и начал на ней жарить блины. Ну, кто так делает? Знаешь, у меня есть своя теория по этому поводу, еще по поводу замечаний, насчет сварливой женщины в целом. Я как-то говорил об этом, но вот прямо здесь хочу для наших друзей сказать, что ведь сварливые замечания, когда женщина склочная, сварливая, по сути, они все по делу. В чем-то она всегда права. Сделай то, сделай вот это и так далее. Насколько это уместно уже сейчас, нужно ли в целом, влияет ли это на счастье, это уже отдельный разговор. Но по факту она искренне уверена, что все нужно. Она же не просто так, не с воздуха. Ну, есть токсичные, наверное, которые могут придраться за все что угодно. Да. Но в целом, по сути, она по делу замечает. Кран капает неделю уже или месяц, ну, сделай ты его, там еще что-то. Но как это выражается, как это в целом выливается в то, чтобы это реально сделать, ну, иногда ссор ради ссоры, сказать ради... Она знает, что он не сделает, но все равно будет говорить еще что-то. Ладно, я отвлекся немножко, прости. Просто мне хотелось отметить такой момент. Хотя и это тоже достаточно важный момент, что когда человек вот так вот уже излишне придирается, что, скорее всего, это такого вида месть, что у человека просто обида, и он не может эту обиду как-то выразить напрямую, и поэтому он придирается, он как бы мстит человеку, вот немножко так его вот как-то, скажем, как-то его дергает, цепляет человека, чтобы как-то выместить свою обиду. Такая очень завуалированная агрессия. Давай смотри, практически уже. Вот мужчина, у которого либо сварливая жена постоянно цепляется, ну и как-то что-то уверена, что он делает что-то не так, все не так, и что он слишком пессимистичен, да, то есть пассивный такой, ни в какую. Вот он считает, что у него дом построил, дерево посадил, сына вырастил, все такое, вроде бы все нормально с какой-то стороны. Но вечно видит рядом недовольную супругу, вечно что-то не так. Как ему попробовать к ней достучаться? Возможно, и он не прав. Я не о таких сейчас, да? Есть мужчины реально забили на все, минималку какую-то сделали, базовый минимум, абы не сдохнуть, прости, да? И как бы живут, и ему нормально все. Я не про таких. Я про таких, что действительно по меркам... У него ЗП хороший, по меркам Беларуси, например, мы из Беларуси. У него нормальные отношения с детьми, он их воспитывает. Есть реально дом. Ну, все, что надо для жизни, в принципе, есть. Понятно, что у других может быть больше. Ну, в принципе, норм. Но у него есть одна проблема. Он не знает, что делать. У него нет нормального хобби, жена критикует, он не может то делать. И как бы он должен сделать типа намного больше. Вот какие шаги, давай коротко пробежимся за минуту буквально. Что ему можно попробовать реально сделать? Первое, это, наверное, как я скажу, любимый инструмент всех КПТшников — дневник.
Каждый раз, не обязательно там, то есть какое-то время он может просто, скажем, просто понаблюдать вот эту динамику. Каждый раз, когда человеку кажется, что к нему выражают претензию конкретно, даже не критику, не требование, а претензию, он выписывает. Вот просто ведешь дневник, например, в течение недели. Я записываю. Звучит, конечно, дурацки. Так что? Она мне сказала, я бросил все, побежал за тетрадкой, ручкой записывать, что она мне сказала. Но это так и есть, да. Реально, либо пока держишь в уме, потом записываешь, чтобы, насколько это реально часто. Потому что тебе может казаться, что, она вот просто постоянно, потом посмотрел, раз в неделю, вроде бы и не так. Или кажется, что кран тоже прикрутить. Говорит каждый день, а ты посмотрел, она месяц назад говорила, уже стыдно самому, типа, пора бы его сделать, да, и так далее. Что сначала можно попробовать отследить чисто по факту, без оценок, без всяких суждений, без эмоций, сухо факты. Когда это произошло, типа, например, понедельник, 30 марта, можно не обязательно уже в таких вещах там время указывать, когда это было, какую-то ситуацию. Стоял на кухне, сказала, что я взял чашку не ту. Например, ситуация, что я почувствовала в этот момент, что я идиот, не могу даже чашку выбрать, к примеру. И вот так я записываю, и потом смотрю, что получилось за неделю. И я могу уже видеть реально адекватную какую-то картину. И если там реально этого много, показать это своему партнеру и обсудить с ним эти ситуации. Она, конечно, может сказать: ах, ты ж паразит, ты ходил, все это записывал. Интересная я реакция, выкину кстати, эту тетрадку. Да. И уходи, на развод подаю, иди со своей тетрадкой, живи со своей тетрадкой. Но мы говорим о нормальных отношениях, где два взрослых человека все-таки хотят друг друга услышать. И можно это обсудить. Не хочет человек обсуждать, предложить ему, скажи, давай сходим к психологу. И сходить на парную консультацию. И если вам между собой очень сложно коммуницировать, то для этого есть психолог, который поможет ей сказать на ее языке, ему сказать. Сначала он выслушает вас там по отдельности, услышит, чего вы хотите, ваши потребности, а потом попытается донести это как служба медиации. Я хочу сказать для мужчин, кто нас смотрит, и не только, может быть, для женщин, я всегда считал психологов шарлатанами всю свою сознательную жизнь. И в итоге уже почти 3 года женат на психологине или психологу, как правильно говорить. Психолог. Да, Настенька психолог профессиональный, и вы бы знали, насколько здорово, здравый, взрослый, зрелый человек. И какие советы она дает своим клиентам, как она бережно обращается, все. Я очень сильно недооценивал. На 1 из 100 я оценивал, чтобы ты понимал. На 1 из 100 пользу психологов. И я хочу сказать для тех из вас, кто, возможно, думает, что это шарлатаны, наговорят, бабло с вас срубят и так далее. Знаете, я краем уха иногда слышу, вижу, Настенька бывает на каких-то конференциях психологов профессиональных, еще что-то. И я вижу, как они реально заботятся о людях. Да, есть, возможно, единицы, какие-то непонятные, но в целом они хотят реально помочь. И если у вас такие сложности в коммуникации друг с другом, попробуйте обратиться к специалистам, поверьте, что это скорее всего, что очень сильно поможет. Даже если не сразу найти своего специалиста, потому что на самом деле есть определенные какие-то инста-психологи, как их называют, когда человек каждому говорит, лишь бы ему угодить, и то, что он хочет услышать, чтобы все-таки, скажем, вступить в какую-то здоровую конфронтацию и показать какие-то негативные вещи, которые влияют на ваши отношения, что это нужно сделать. Не только хорошее и такая, ты все, как это Лобковского, я забыла у него, хочу и буду. Не только что это хочу и буду, а немножко все-таки еще слышать другого партнера, слышать его желания и согласовывать ваши желания, и находить компромиссы. Поэтому, если коротко, вести дневник. Второе,
записаться на парную консультацию. Первое, второе не сработало, ну просто попытаться поговорить о своих чувствах, сказать, что ты чувствуешь, что тебе не нравится, что тебя это не устраивает. Это мы уже в итоге, видишь, заговорили уже про критику жены, хотя вопрос изначально звучал про пассивность Ну мужа. да, давай, наверное, на пассивности тогда и закончим, а о критике мы отдельное видео снимем, чтобы уже не Вот. запутывать людей в Чтобы темах. муж не был пассивным, поддерживать его как можно больше, постоянно давать ему положительное подкрепление, когда он делает желательные. Грубо говоря, это вот всячески хвалить желательное поведение и подкреплять его. Авансом. Да, можно и авансом. Я на себе это чувствую, иногда я понимаю, не дотягиваю. Она такая: Виталий, какой ты молодец, ты вот это. Я такой: о. Да, и если девушка привыкла все сама и рассчитывать только на себя, саму на себя, нужно работать над собой и учиться доверять мужчине, который рядом с тобой, по чуть-чуть, отпускать контроль и переучивать себя, чтобы когда что-то случается, не бежать на низком старте сразу решать проблему, а давать возможность мужчине быть мужчиной и ему решать проблему. Потому что когда женщина начинает, грубо говоря, мериться яйцами с мужчиной, что я зарабатываю больше, чем он, и тем более, когда она еще делает акцент на этом, ну тогда ни о чем хорошем быть, ничего хорошего быть не может. Вот, когда она как бы возвышает себя и унижает своего мужчину. Поэтому уважать своего мужчину, поддерживать его, слышать друг друга, поощрять его активность, давать ему пространство для проявления этой активности, давать ему возможности. И не все будет идеально, это не важно. Даже, например, попросила, вот думаешь, ну вот он говорит, сам решу вопрос. Ты такая, ну хорошо, такой, я сам решу. Он решил, и такая, ну опять через «же». Ну что и требовалось доказать? Что сегодня немножечко вот так, но в следующий раз обязательно получится лучше. Ты очень большой молодец, что ты сделал вот это. Вот. И так раз за разом, с каждым разом все будет лучше. Поэтому просто нужно верить в своего мужчину и давать ему возможность расти, давать ему это пространство для роста, и тогда он будет расти. Все. Всем пока-пока. Любим вас, обнимаем. Обычно мы говорим всем чайку, у нас с собой нет чая сегодня. Но вы можете заварить чаек после этого видео, вместе с женой сесть, обсудить. Да, могли даже во время пить чай и слушать, как там сзади орут птицы. Я боюсь, если честно, что на видео будет ор вот этих птиц сзади, и у нас вообще ничего не получится. Возможно. Ну, мы рискнем. Да. Пока-пока всем.